Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как а необходимы ли вообще в Германии интеграционные курсы для просителей убежища. Может их вообще закрыть, да и все. И просто людей заставлять устраиваться на работу, пусть сами учат немецкий язык и интегрируются. Если эта тема интересна, смотрите видео до конца, и вы, возможно, узнаете что-то для себя и новенькое. Итак, друзья, хочу выразить благодарность тем из вас, кто является спонсором моего канала. Вы большие молодцы. Спасибо вам огромное, что поддерживаете мой канал, развитие моего канала. Тем, кто этого еще не сделал, у вас тоже есть возможность. Поэтому переходите и оформляйте спонсорство. Итак, в Германии сейчас полным ходом идет предвыборная кампания. И немецкие политики уже начали обсуждать тему, а что вообще делать с интеграционными курсами. Вообще, есть ли необходимость в интеграционных курсах для беженцев? И надо им они, не нужны им они? Там уже мы знаем, что вроде бы как финансирование планируют сократить на 2025 год. Украинским беженцам уже в некоторых районах не предоставляют курсы там B2, да, там повторные курсы B1 и так далее. И как всегда, мнения у политиков разделились. Значит, в настоящее время в Германии есть два типа курсов. Значит, это быстрые курсы, ad hoc называются они, короткие по времени, и более длинные интеграционные курсы. Эти курсы были запущены в 2015-2016 годах, когда было первое, скажем так, прибытие большого количества беженцев в Германию из стран Ближнего Востока. В основном, когда это была Сирия, когда Меркель открыла, скажем так, условно ворота и открыла двери в Германию для всех просителей убежища из неблагополучных стран. Группа исследователей из Великобритании, США и Германии изучила интеграционные курсы в рамках большого проведенного исследования. И они пришли к выводу, что как раз таки вот такие ускоренные курсы ad hoc, в частности, они практически никакого влияния заметного на уровень занятости, трудовой занятости беженцев после окончания этих курсов они не оказывают. То есть они практически, то есть с помощью, когда беженец оканчивает эти курсы, у него процент трудоустройства точно такой же, как и у беженца, который эти курсы не заканчивает. Однако с долгосрочными курсами ситуация выглядит совсем по-другому. Почему? Потому что эти курсы рассчитаны на более длительный период обучения, в зависимости там, от количества занятий в неделю. Да? Там и 9-месячные есть курсы, есть даже больше года там курсы, 13-14 месяцев. Вот. Ну и, конечно же, цель этих курсов долгосрочных — это получение беженцам минимум языкового сертификата на знание немецкого языка B1. Но все равно уровень трудоустройства беженцев, которые посетили и окончили эти долгосрочные курсы, он на 4,5% пункта, вернее, выше, чем те беженцы, которые на курсах не участвовали, которые самостоятельно учили немецкий язык. Теперь статистика. По данным Федерального агентства занятости, в июле 2024 года уровень занятости людей из стран происхождения убежища составил в Германии 44,6%. То есть 45% беженцев в общей массе, которые находятся на территории Германии, были трудоустроены на работу. Теперь, какие проблемы, основная какая проблема встречается в посещении беженцами интеграционных курсов? Значит, самая главная проблема заключается в том, что беженцы бросают эти курсы. Просто они их не оканчивают. То есть их направляют власти, чтобы они начали проходить обучение на этих курсах. Они там какое-то время проходят, а потом просто бросают. Есть две причины. Первая причина — это уважительные причины. Например, человек находит работу, устраивается, да, там, или по болезни. Соответственно, предоставляют соответствующие доказательства. Вопросов нет, это уважительная причина. Но и очень много бросает просто так, без уважительной причины. Почему так происходит? Да потому что не они сами оплачивают эти курсы со своего личного кармана, а за них платит федеральное правительство из налогов, которые платят немецкие граждане. И знаете, кто в этом отличился? Я имею в виду те беженцы, которые бросают
на полпути эти курсы и не оканчивают их. Кто из беженцев отличился? Наверное, вы угадали. Да, это украинские беженцы. Ситуация еще более драматична для интеграционных курсах, в которых обычно участвует больше людей, чем на языковых курсах. По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, в первой половине 2023 года в интеграционном курсе приняли чуть более 300 тысяч человек. С 176 тысяч отказавшихся от курсов этот показатель составляет более 50% за тот же период. Большинство из них были украинцами, многие из которых уже досрочно достигли необходимого уровня языка B1. То есть, человека устраивают на эти курсы, Джоб-центр дает направление, он идет, он считает, что он уже знает язык, он уже разговаривает. И да, есть такие случаи, когда человек, украинец, находит работу и он уходит. Но это уважительная причина, да? Он уже разговаривает, его взяли на работу. И эта речь идет именно о тех про язык B1. Или, например, человек заболел. Но из 176 тысяч бросивших, 100 тысяч оставили курсы без какой-либо уважительной причины. Это касается не только украинцев. В эти 100 тысяч входят и другие тоже беженцы. Чтобы не думали, что это все украинцы. Нет, это и другие беженцы. Но большинство из них это украинские беженцы, которые бросили курсы, на которых их послал Джоб-центр, без уважительной причины. Я об этом тоже снимал ролик, где-то это было полгода назад. Там я всю статистику приводил. А потом рассказывают, да, украинцы, я имею в виду, что язык тяжелый, его нельзя выучить, да, на работу без языка не берут, поэтому только 30% трудоустроено трудоспособных украинских беженцев. И под моими видео, под некоторыми тоже писали в комментариях. А то, что большинство украинских беженцев бросают эти курсы без уважительной причины, об этом почему-то украинцы помалкивают и не говорят. Может быть, не знают этих статистических данных. Но это правда. Тем более, теперь мне не пишите, что я как-то предвзято отношусь к гражданам Украины, что-то там рассказываю и так далее. Нет, друзья, я с вами делюсь статистикой немецкой. Это официальная немецкая статистика. Зайдите на сайт Федерального министерства по делам беженцев, и там все это есть. Потому что эту информацию я беру с официального сайта. Но несмотря на это, на такую ситуацию с интеграционными курсами, государственным министром и комиссаром федерального правительства по вопросам миграции и беженцев, зовут ее Рим Алабали Радован, она оценивает эти интеграционные курсы для беженцев как средство для беженцев к достижению успеха. Вот что она сказала. Нам нужны устойчивые к кризисам и надежные интеграционные структуры во всех 11 тысячах городах и муниципалитетах, которые будут надежно финансироваться в долгосрочной перспективе. Было бы фатально экономить на интеграции и продвижении языка. Я с ней полностью солидарен, хотя от моего мнения ничего абсолютно не зависит. Я согласен с ней, что интеграционные курсы нужны, потому что действительно никак нельзя без языка найти беженцу нормальную работу, скажем так. Потому что работодатели немецкие не берут на работу, если человек вообще не знает языка. На какие-то такие, тем более квалифицированные вакансии. Куда-то подметать полы или мыть полы можно без языка. Но на какую-то более серьезную работу, где чуть-чуть минимальный, скажем так, уровень ответственности уже не берут без знания минимум B1. Также она заявила, что министр заявила, что она сделала все возможное, чтобы в 2025 году было полностью возобновлено финансирование на интеграционные курсы. То есть эти 50%, да, что запланировалось урезать, чтобы они их вернули. Это важная цель. Кроме этого, союз партий ЦДУ-ЦСУ, они абсолютно солидарны с мнением министра, что интеграционные курсы очень важны для беженцев. Союз хочет усилить интеграционные курсы, но у них, у Союза, чуть-чуть другая концепция. Они чуть-чуть по-другому видят. Что они видят? Они видят, что на первом месте для беженца идет трудоустройство, и параллельно, когда он будет работать, он посещает интеграционные курсы. Вот это их концепция.
Сейчас концепция: вначале курсы, потом уже работа, а они хотят ее поменять. Я думаю, что это в принципе правильная позиция, но опять же, скорее всего будет страдать изучение немецкого языка. Потому что тоже мне многие, вот я с гражданами Украины общаюсь, говорят, да, сложно, занимает очень много времени. И те люди, которые трудоустроены и посещают курсы, им действительно сложно находить время на изучение языка. Если имеется в виду, работают целый рабочий день. Потому что, ну, действительно это сложно. Приходит там в 6 часов с работы, поел и надо садиться там за уроки. Или там пошел на курсы, слушает там онлайн или посещает, да, а потом когда заниматься и так далее. Потому что в основном это рассчитаны эти курсы на самоподготовку. Учитель, просто преподаватель зачитывает, да, там проходят по книгам, но должен заниматься дома самоподготовкой. Ну вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Нужны ли курсы интеграционные для беженцев? Или все-таки можно, как, например, в Польше, в Чехии, большого внимания не уделять, а сразу, чтобы шли на работу и уже в ходе работы изучали язык немецкий? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.